Всем привет, с вами Дэн, и у нас итальянский микробренд Венецианика. Я уже достаточно часто вам показывал их новинки. Здесь вот такой каталог. Довольно много всего вышло за последние несколько лет. И мы, кстати, с его основателем Альберто достаточно часто переписываемся. В общем, я в курсе новостей от Венецианика. Ну и, конечно же, у них каждая модель — это некая концепция, некая идея, и все это связано либо на итальянской истории искусства, да, или архитектуры, либо на какой-то некой концепции. И сегодня у нас новинка. Давайте открывать коробочку. Здесь, конечно, все просто по максимальной красоте, ну, потому что итальянцы, как никто другой, наверное, умеют в дизайн, и в плане упаковки здесь все просто пушка. Так. Хо-хо-хо! Посмотрите, какая красотулечка. Это Венецианика Нерида Ультра Блэк. Новиночка. Здесь вот даже есть специальная бумажка. Давайте ее достанем. И здесь, да, специальные пленки на часы на двух языках. Ну, упаковка — это просто супер. Я вам уже показывал несколько Венецианика, и, конечно, это впечатляет. Слушайте, ну, хо-хо-хо! Ну, это нечто. Это нечто. Знаете, Мавада музейная серия, да, она всегда производит какое-то невероятное впечатление. Но эта модель — это что-то особенное. Вот каждая пылинка практически отражается на этом циферблате. Здесь особый циферблат, и мы об этом чуточку позже. А сначала давайте посмотрим, чего у нас еще в коробке имеется. Потому что у Венецианика это всегда какой-то некий праздник. Здесь целая вот такая вот вкладка есть, да, с коробкой. В коробке давайте глянем, чего они там нам предлагают. Увесистая и очень... Слушайте, вы знаете, вот качество бумаги в руках, когда ощущаешь, это вау. Мало какой микробренд делает вот такое потрясающее качество печати, как Венецианика. Значит, что здесь имеется? Вот эта вот карточка. В карточке указано, что это сертификат подлинности и гарантия. Указан месяц и год. Дальше вот такая вот карточка Club Венецианика для владельцев часов. Приятно, прикольно. Ну и карта. И карта. Ой, красотища-то какая. А? Ну что же, Венеция. Венеция, господа. И, конечно, если вы были в Венеции, вы поймете всю красоту, да, и сразу вспомните, что такое Венеция и ее прекрасная архитектура. Ну, а у нас прекрасные часы, давайте их подзаведем. Здесь заводная головка завинчивается. Как я уже сказал, это модель Венецианика Нериды Ультра Блэк. И Ультра Блэк это не случайно. Давайте я сейчас, кстати говоря, подвину стрелки, чтобы у нас все на циферблате было видно. Ну, хотя циферблат здесь максимально такой лаконичный и максимально черный. Ультра Блэк это не просто означает то, что циферблат черный. Это означает, что здесь используются специальные технологии, а именно эксклюзивная краска из Японии, производство японской компании Koei Orient Japan Company. Она называется Misou Black, она абсолютно черная и поглощение света 99,4%. Ну, я надеюсь, что камера это передает, но поверьте, да, абсолютно черный циферблат. Здесь, конечно же, сапфировое стекло с внутренним антибликом, но вот это черное циферблат, черная краска, она создает просто какое-то невероятное впечатление. У вас, по сути дела, парит две стрелки, у которых есть покрытие суперлюминова. Кстати, здесь стоит швейцарская суперлюминова BGW9, и все. И дальше идет корпус. Круто.
Но выглядит супер, выглядит очень круто. Корпус сталь 316L, циферблат, как я уже сказал, с такой специальной краской Miso Black, механизм Seiko NH35A без даты, сапфир с антибликом внутренним, супер ламинова, безель тоже стальной, стальная вкладка 316L на 120 кликов и 200 метров водозащиты. И в этой версии идет нейлоновый ремень. Также можно выбрать версию на браслете. Кстати, рекомендую брать версию на браслете. Если что, потом прикупите нейлоновый ремень. Хотя, знаете, вот если вы хотите вот передать и вкусить это именно впечатление от максимального минимализма именно черного циферблата, то, наверное, стоит сразу же и прикупить этот самый нейлоновый ремень или любой черный ремешок, потому что черный ремешок максимально классно контрастирует именно вот с остальным корпусом, и гармония идет с черным циферблатом. Вот в этой версии это прям максимальный стелс, максимальный минимализм. И знаете, мне кажется, что вот минимализм, спорт-дизайн и есть определенное такое вот что-то. Ну, они позиционируют эту линейку как космическую. Да, здесь это впечатление есть. Такое подчеркнуто, максимально отрешенный черный цвет. И выглядит, конечно, круто. Кстати, стоят часы, если мы смотрим на официальном сайте, 600 евро с НДС. На браслете они стоят 685 евро. Ну, я вам уже сказал, да, рекомендую все-таки. Несмотря на то, что мне нравится эта версия именно на ремешке, на черном ремешке и желательно на матовом ремешке, но рекомендую, конечно же, брать их на браслете. У Венецианика очень даже приличные браслеты. Давайте, кстати, глянем сразу по размерам. Это здесь немаловажно. По безелю у нас 42,3. Высота корпуса получается 12,8. От ушка до ушка 22. Точнее, между ушками 22. И от ушка до ушка у нас 50 с половиной. То есть это не самый маленький размер, но вполне себе универсальный. Мое запястье 18 с половиной. И давайте попробуем эту красоту на запястье. Так, ну вот, собственно, тут, конечно, надо поднастроить немножко. Ну, вот так это получается, да. То есть часы сидят идеально на моем запястье. На среднем, на крупном запястье будет супер. На небольшом запястье я думаю, что лучше присмотреть какую-то другую модель, например, тоже от Венецианика, потому что, ну, здесь достаточно такой массивный безель, здесь массивные ушки, и в целом это не самая маленькая модель. Но вот в этом размере, в этом форм-факторе, я вот сейчас смотрю, да, получается 2 стрелки суперлюминова, все, больше ничего я не вижу, кроме уже матового стального безеля. Ну, это, конечно, круто. Впечатление невероятное, и аналогов на рынке вот именно вот в таком дизайне, ну, практически и нет сейчас. Давайте посмотрим. О, безель. Безель хорош. Безель хорош, хотя, конечно, понятно, что смысла пользоваться безелем здесь нет абсолютно никакого, потому что, да, у нас есть нулевая отметка, но кроме нулевой отметки здесь, ну, вы мало что сможете замерить. Хотя вот здесь есть треугольник, и в темноте вы сможете пользоваться, то есть какую-то нулевую дату, да, нулевую точку, либо ту точку, к которой должна прийти минутная стрелка, вы замерить, конечно же, сможете. А здесь понятно, что максимально минималистичный циферблат. Есть только логотип Венецианика, есть секундная стрелка, минутная и часовая. Все, больше ничего нет. И циферблат максимально с черным цветом. Что касается корпуса, то здесь, конечно, очень интересно исполненные ушки, потому что есть граненый корпус с хорошей полировкой с нижней стороны, с боковой, с верхней части ушек, и с боковой части ушек есть еще и зеркальная такая полировочка на грани, которая добавляет и объема, и света. Ну, эти часы сами по себе максимально такие сдержанные, поэтому вот эти детали, эти элементы, когда идет зеркальная полировочка на боковой части, на безеле, да, где вот у нас насечка, это, конечно, немножко добавляет блеска, и особенно когда свет падает на эти часы, то, конечно, это все красиво выглядит.
Безель при этом имеет матовую стальную вкладку, и то же самое можно сказать про боковую часть корпуса. Она здесь тоже с матовой полировкой. Сатинирование на очень высоком уровне. И вообще я хочу сказать, что это один из лучших корпусов у микробрендов, которые я видел за последние несколько лет. Сделано просто на высочайшем уровне. Вот эта модель, она в этом плане, я бы сказал, для венецианика просто-таки выдающийся. И безель очень удобный для хвата. Он чуточку шире, чем корпус. Классно брать, классно пользоваться. При этом он не имеет каких-то острых граней, несмотря на то, что он такой вот как бы объемный, да, зубчики. Зубчики есть объемные, но при этом ничего не дерет ваши пальцы, и это здорово. То же самое по заводной головке, по вот этому вот рифлению заводной головки и по нижней части корпуса, как я уже сказал. Ну и что касается задней крышки, то здесь тоже есть красота. И в данном случае мы видим, что мы видим? Мы видим космонавта и очень-очень красивую гравировку на задней крышке. Основные характеристики: Merida Ultra Black и симпатичная гравировка. Это, по-моему, идеальное решение. Тем более здесь стоит базовый механизм Seiko NH35. Ну, собственно, здесь на этот механизм смотреть не так интересно, а вот на гравировочку красивую это здорово. Что касается веса, то на вот этом ремне всего 106 грамм, и в принципе это немного. Но если будет на браслете, то, сами понимаете, будет несколько больше. Слушайте, ну да, конечно, циферблат потрясающий. Он еще такой немножко глянцевый, поэтому он все отражает, но при определенном свете, конечно, он глубоко такой матовый, да, такой же, как и внутренняя часть безеля и сам безель. Круто. Ну и в плане отделки корпуса, геометрии корпуса, сатинирование здесь, конечно, тоже на высочайшем уровне. Приятно смотреть на эти часы. Ну, что скажу по итогу. Мне кажется, для венецианика это шаг вперед и в плане отделки, и в плане дизайна. И, наверное, для меня сейчас, вот если мы говорим про такой вот циферблат All Black, абсолютно черный, это, наверное, одна из самых, если не самая удачная модель за последние несколько лет, которые есть на рынке. Тем более цена очень и очень доступна, я бы сказал, что максимально адекватная с учетом характеристик и с учетом дизайна и качества проработки этих часов. Это, конечно же, никакой не хамаж, да, это вот собственный дизайн. И здесь очевидно, что дизайнеры венецианика очень-очень серьезно поработали над этой моделью. На этом у меня все. Не забываем ставить царские лучшие на ютубе лайки. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.